Вкуснейший и мой любимый рецепт из кабачков. Готовлю вместо кабачковых оладий, улетают прямо со сковородки, пока горяченькие. Этот рецепт из кабачков очень простой, продукты простые и доступные, так что обязательно сохраняйте и делитесь с друзьями. А также можете написать в комментариях, из какого города или страны вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. Для рецепта мне понадобится 1 или 2 молодых кабачка. У кабачков отрезаю кончики и нарезаю вот такими широкими толстыми ломтиками. Теперь кабачки нужно немного посолить и поперчить черным молотым перцем. И теперь вот так можно руками втереть соль и перец в ломтики кабачков. Теперь мне понадобится формочка для печенья. Вместо вырубки для печенья вы также можете взять рюмку или стакан. И вот таким вот образом вырезаем сердцевинку у наших кабачков. Друзья, этот рецепт настолько быстрый, вкусный и простой, что я вам настоятельно рекомендую его приготовить, пока сезон кабачков в самом разгаре. Получается вкуснее, чем жареные пирожки, чем чебуреки и, конечно, вкуснее, чем обычные кабачковые оладьи. Вы также можете вырезать сердцевинки при помощи обычного ножа. Используйте то, что у вас будет под рукой и чем вам будет удобнее пользоваться. Разбиваю в миску 3 куриных яйца и вот так вот при помощи вилочки просто размешиваю до однородности, взбивать ничего не нужно. И на терке натираю грамм 100-150 любого сыра, который легко плавится. Сыр можете взять любой. Тертый сыр отправляю в миску к яйцам. И вот так вилочкой перемешаю яйца с сыром. Теперь добавим любые специи, которые вы любите. У меня здесь итальянские травы, щепотка сладкой паприки, а также сушеный чеснок. Очень люблю добавлять его во многие блюда. Можете добавить черный молотый перец и, конечно же, соль по вкусу. Осталось только все хорошо перемешать. И в другой плоской тарелке я соединяю 3 столовых ложки муки и 3 столовых ложки панировочных сухарей. Я взяла мясной фарш. Фарш можете брать любой, у меня говядина, 300 грамм. Нарезаю мелко 1 репчатую луковицу. Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, чтобы первыми получать уведомления о моих новых вкусных рецептах. Лук мелко нарезали и отправляем в миску к фаршу. Также мелко нарезаю небольшой пучок укропа. Вместо укропа вы можете взять петрушку или любую другую зелень, например, базилик, если вы любите. А кто-то любит кинзу. Добавляю укроп к фаршу с луком. И по вкусу добавляю соль, черный молотый перец, добавлю еще сладкую паприку для более яркого вкуса. И немножко сушеного чеснока, чтобы не возиться со свежим, не пачкать руки, я всегда использую сушеный чеснок. Хорошо перемешиваем фарш до однородности, можете перемешать ложкой, а можно руками. Теперь набираю где-то 1 столовую ложку фарша и раскладываю по нашим кабачковым кольцам. Вот таким вот образом утрамбовываю ложкой, чтобы фарш хорошо заполнил кабачковые колечки. Все готово, и можно оставить разогреваться сковородку с растительным маслом. Пока греется масло, берем ломтик кабачка и хорошенько со всех сторон обваливаем его в панировочной смеси. А затем обмакиваем в яично-сырную смесь, переворачиваем и отправляем в горячее масло на сковородку. Все то же самое проделываем с остальными кабачками. Жарить кабачки рекомендую на среднем огне, так чтобы они успели хорошо прожариться и не подгорели. Вы можете готовить эти кабачки только на сковороде, а можете обжарить их слегка на растительном масле на сковороде, а затем отправить минут на 5-7 в духовку. Здесь уже подбирайте тот вариант, который вам больше нравится, я просто накидываю вам идеи, как это можно сделать. Предлагаю приготовить быстрый и вкусный соус. Смешиваю сметану с кетчупом, сушеным чесноком, солью и черным молотым перцем.
Все перемешиваю, соус готов, подадим его к нашим вкуснейшим кабачкам, когда они будут готовы. А пока не забываем, переворачиваем кабачки и обжариваем с другой стороны до такой же красивой, румяной, золотистой, аппетитной, вкуснейшей, хрустящей корочки. Ну только посмотрите, как же это вкусно, друзья, словами не передать. Хрустящие кабачки, сырная, аппетитная корочка. Это такая вкуснятина. Обязательно приготовьте и не пропустите этот вкуснейший рецепт в сезон кабачков. А я буду ждать вас в моем новом вкусном рецепте.